Доброе утро, вечер, день, ночь, дорогие друзья, добро пожаловать обратно. Вы смотрите второй выпуск 9-го слива по игре World of Speed, которая была получена по итогам голосования в группе ВКонтакте. Результаты можно лицезреть там же или в Твиттере. В данную игру я играю со времен еще альфа-теста, на который были допущены рядовые нубы. Игра сессионная, а это значит, что периодически попахивает паленым. Смотрим. Данное видео создано исключительно фана ради. Если вы ждете серьезную аналитику, то стоит закрыть вкладку. Если мне не изменяет память, а посмотреть, ясное дело, мне лень, то первый тест World of Speed был еще в том году, чуть ли не раньше тестов седьмых героев. Тогда игра меня не сильно зацепила, но сейчас... По моим ощущениям, играть стало намного приятнее, намного интереснее, появился рейтинг, даже есть машины под разные... под зачатки разных стилей вождения. Гонка в среднем находится за полминуты, и разнообразные локации не могут не радовать. Но если вы пришли с серии игр Creed, то вам будет тяжко. Почему? Об этом чуть позже. А теперь самое интересное. Бочка дегтя в ложку меда. Вылеты. Да, их обычно предостаточно, но в кадр нынче они не попали. Тебя выкидывает, снимает 25 рейтинга, ты горишь, материшься и идешь дальше катать. Потому что 25 рейтинга — это один раз занять первое место. Тараны. Ох, самая любимая тема для обсуждения у всех игроков. Договориться вначале, что никто никого не таранит, а потом устроить мясо? Легко. Как вы поняли, в игре только косметическая разрушаемость. Отсюда и проблема у игроков Грида. Они пытаются беречь свою машину. А все игроки World of Speed машины не берегут. И врезаться на полной скорости в забор — это вообще нормально. А врезаться в человека, который заходит в дрифт, еще проще. Поскольку разрушаемость не влияет на ходовые характеристики авто. Иначе говоря, разбивается стекло, разбивается заднее стекло, немножко гнется бампер и общая обшивка, не более. Есть, конечно, и ряд мелких недоработок, которые не так сильно влияют на игровой процесс, но все равно немножко раздражают. Это отсутствие возможности выбора трасс. Иначе говоря, нам все время падает случайная трасса, и мы не можем выбрать машину под определенную трассу. Отсюда проблема номер 2 — унификация автомобилей. Но это все фигня, потому что только тараны и вылеты доставляли наибольшее неудобство. И то, к таранам потом применялась такая философия, что если знать, как правильно ездить, таранов можно избежать. Поэтому ездить стало проще. Но это появилось не сразу, а до этого я горел. Нереально горел. Вообще, тестирование закончилось, и общее настроение можно выразить как «а что теперь вечером делать?». Было круто, это факт. Общая оценка игроков и на форуме, и в группе ВК, и вообще на всех фан-сайтах говорит о том, что не только я так думаю, и что тестирование понравилось всем. Особо рьяные товарищи даже залезли в местную элиту под названием «Золотая лига». Могу даже похвастаться, что я с двумя из этих товарищей, со Сталкером и Дариусом, какое-то время попадал в заезды. Хотя мой рейтинг достаточно средний по местным меркам, если эквивалентить в доту, то в районе 3,5к ММР. Моя оценка игры 9 из 10. Игра не идеальна. Да, там есть проблемы, там есть плохо прорисованная графика окружений, то есть машины хорошо прорисованы, идеально, но все вот эти мыльные рожи за бортом, все вот это вот, оно немножко напрягает. Ну как немножко? Очень немножко. Но если не присматриваться, а когда ты едешь 250, у тебя уже это просто мыло сплошное, потому что у тебя дикая скорость, все расплывается в этом-то, хоть все правильно. Тебе по барабану. Есть задатки у игры, отличные задатки, и все с нетерпением ждут новый тест, потому что реально каждый вечер ты заходишь, каждый вечер ты катаешь, ты не делаешь дейлики, ты катаешь для удовольствия. В моем случае с 4-го и выше места последнее время, когда я все-таки доделал себе субарик до конца, до ума его довел, это стабильно было. И стало ездить намного приятнее. Разумеется, более развернутые внеформатные мои рассуждения можно будет увидеть по ссылке в описании. Всем спасибо за просмотр. Пожелания, предложения, как и в прошлый раз, я жду с нетерпением в комментариях под видео или в группе ВК. С вами был Уэллс. Всем чао.